Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу показать вам, как вязать шнурок на куколке. Давайте приступим. Вот я уже начала вязать с помощью куколки и цыганской иголки. Шнурочек на, сейчас скажу сколько, на 8 гвоздиков. Это куколка на 6 гвоздиков. Вот такой вот шнурок получается. Этот потолще, а этот помягче. Кому какой понравится. И покажу вам сегодня, как вязать шнурок на куколке из 4 гвоздиков. Это самодельные куколки, я их заказала. Ну, наверное, даже можно и больше, и побольше заказать. Тогда можно даже хомут на свитер вывязать. Так, давайте приступим. Продеваем цыганскую иголку нитку и протягиваем сюда, в отверстие. Шнурочки вяжутся очень быстро. Можно подобрать любые цвета. Также и для прически использовать. Даже можно вставить люрекс. И они еще будут блестящие. Придерживаем пальчиками кончик нитки и начинаем наматывать. Ниточка у нас оказалась внутри гвоздиков. Теперь идем, накладываем ее сверху. Снимаем петельку, это начало. Затем здесь петельку снимаем. Чуть-чуть подтягиваем. Получается постепенно мы снимаем петельки. Вот нижняя выходит сюда, а это получается на гвоздике, которую мы накладываем. Шнурочки вяжутся быстро, можно много шнурочков навязать. И для прически, и для изделий, и на бретельки, и для обуви. Шнурочки я научилась вязать еще в детстве. И шнурочек начнет выходить вот отсюда. Ну, сначала, возможно, у вас медленно будет получаться, но дальше все быстрее и быстрее. Проще и быстрее, конечно, купить в магазине шнурки. Ну, цветом такие, как вам нужны, вы можете там просто не найти. Если вы, допустим, связали вещи или сшили, то такой цвет можно и не найти. Поэтому нитки всегда можно подобрать по цвету. Поэтому интереснее, как бы, и красивее самим связать. Кончики можно обработать и пухом, и мехом, кисточки сделать, или кончики можно еще вязать бисером. Что-то придумать интересное. Оформление. В конце видео я вам покажу изделия некоторые, где есть у меня шнурочки. Также можно шнурочки связать и на купальник вязаный. Они получатся в цвет. И толщину любую, на 4 гвоздика, на 8 гвоздиков. Как вы найдете, ну, какие куколки вы найдете. Подскажу вам еще, где можно взять такие куколки, самим смастерить. Раньше были
катушечки деревянные. Вот я раньше пользовалась такими катушками. Забивала 4 гвоздика и вязала на них. Если у вас остались такие, то можете их использовать и сами сделать куколки эти. Можете заказать их. Ну или купить, если есть они у вас в продаже в магазине. Также у нас есть еще 2 канала: Кулинарная гармония и Кулинарная гармония диетические рецепты. Там вы найдете много интересных и полезных и проверенных рецептов. И у нас есть также влоговый канал. Там мы показываем свою повседневную жизнь. Подписывайтесь, будем очень рады. Ссылочки будут внизу под видео в описании. Вот мы вяжем петелечка за петелечкой. И у нас уже показался вот шнурочек. Так, и продолжаем дальше. Потом я покажу, уже дальше покажу вам, как закрывать петельки. Вот получается такой красивый, аккуратненький шнурочек на 4 гвоздика. Можно наплести разноцветных и вплести в косички. Будет очень симпатично. Ну вот столько мы провязали. Сильно длинный шнурок я вязать не буду. И покажу вам сейчас, как закрывать петельки. Обрезаем ниточку. Закрываем петельки. Берем эту ниточку, которую наложили сверху. Продеваем сюда. И вытягиваем. Эту снимаем, которая была одета на гвоздик. Идем дальше. Накладываем сверху. Вытягиваем вниз, вытягиваем, эту снимаем. И снова так же делаем. Все, осталась одна. Ну все, мы сняли. Вытягиваем. Вот такой вот шнурочек коротенький. Ниточку продеваем вовнутрь, просовываем. Ну и, как я ранее говорила, можем обшить кончики бисером, придумать какую-нибудь декоративную обработку, пришить мех, кисточку или пух. Ну, то, как вам больше нравится, смотря к чему вы будете делать. Я покажу вам, как я применила шнурки, которые вязала. Ну вот, я на талии сделала шнурочки в цвет кофты. Очень удобно, и как бы мне шнурочек пригодится. В магазине такой шнурок не купишь в цвет. Это первый вариант. Пошила такое изделие. Здесь я использовала шнурочки на бретельках и на шнуровке сбоку. И хочу показать, вот здесь вот шнуровочка и мех на кончиках. Вот это кроличий пух, он продается как бы в лентой, метраже. И вот я решила украсить кончики вот таким образом. Это шнуровка. На этом будем заканчивать. С вами была Светлана. Всем пока-пока и хорошего настроения.